Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что сейчас происходит на рынках, какие движения ожидаются и куда сегодня до конца дня еще пойдут рынки. Так, друзья, давайте посмотрим, что тут у нас происходит сегодня на рынке. Так, ну вот есть такая компания очень интересная. Однажды я ее рассматривал, Virgin Galactic. За всем этим хозяйством стоит величайший пират от бизнеса Ричард Брэнсон. В эти выходные он намылился полететь в космос, но ему там за 70 уже, дедушка такой бодрый достаточно. Ну, в общем-то, вся его карьера — это одни сплошные авантюры с точки зрения обычного обывателя. Но с другой стороны, как бы несмотря на весь авантюристский и пиратский характер, его действия с точки зрения пиара и развития бизнеса собственного, они носят очень грамотный и очень выверенный характер. Так, ну давайте перейдем к акциям компании. Ну вот, собственно говоря, в чем дело-то? Он вроде собирается 11 июля лететь в космос, а 18 июля у него день рождения. То есть он решил, я не знаю, то ли на орбите встретить день рождения, то ли за неделю до дня рождения слетать. Так, ну давайте график этой компании. Вот я ее какое-то время назад, по-моему, месяц рассматривал. Я обращал внимание, что вот движение с целью 58, возможно, переписывание максимума, оно вполне может здесь произойти, что, собственно говоря, с ускоренными темпами и случилось. Но здесь четко надо понимать, что компания очень рисковая, очень волатильная. С фундаментальной точки зрения, конечно, многие, скажем так, финансовые аналитики консервативные, они говорят, что она не приносит дохода, поэтому это все пузырь, это все надутие. Но позвольте спросить, а в начале существования Google или Microsoft, они что, приносили большой доход? Или они там дивиденды платили какие-то немеренные? Нет. В общем-то, любая идея заработка большого на длительном сроке, она строится на том, что человек ищет какую-то фундаментальную идею, которая в ближайшее или, ну не в ближайшее, в среднесрочной, долгосрочной перспективе обязательно выстрелит. И, соответственно, этим делом затаривается. Но не нужно, разумеется, затариваться на все деньги или тем более с плечами брать. Это как бы к летальным последствиям приводит во всех смыслах. Но тем не менее, то есть человек, который обладает, скажем так, визионерскими способностями или видит, что какая-то компания, она будет развиваться, он, соответственно, просто покупает ее на какой-то процент. Или, допустим, если он в ней даже уверен, он начинает ее гонять туда-сюда. То есть он ее купил, она выросла, он продал. Потом, допустим, она просела на каких-то новостях, он ее купил. То есть здесь, то, что касается Virgin Galactic, здесь ситуация именно такая, потому что это компания, которая, она рассчитана на то, что если вы верите, в будущее космических полетов, в успешность и харизму Ричарда Брэнсона, то тогда, конечно, как бы вы, скорее всего, ее купите и будете держать в портфеле. Вот. И поэтому здесь вопрос ключевой, он только в этих двух аспектах, с моей точки зрения. Так, давайте перейдем на дневочку, потому что на недельке там не очень видно, что ее ждет. Смотрите, то, что касается недельного таймфрейма, конечно, с точки зрения так называемого фундаментала, ну скажем так, ретроспективной информации, компанию приобретать категорически нельзя. У нее фундаментала нет, у нее есть только вера. Вера и элемент визионерства, что она в будущем будет расти. Вот, поэтому с точки зрения консервативного инвестора такие компании покупать категорически нельзя, я так думаю. Текущая ситуация, она консолидируется в диапазоне 42,5-56. И в том случае, если отсюда сейчас разовьется движение с пробоем 57,5, то она при пробитии этого уровня легко может переписать и предыдущий максимум, который 63. Но здесь, само собой, просто идет в чистом виде спекуляция. Сейчас, на текущий момент, если рассматривать краткосрочные движения, это связано с полетом Ричарда Брэнсона запланированным. Но под это дело вполне как бы пороха может хватить на то, чтобы переписать максимум, еще куда-нибудь наверх ее закинуть. Но здесь, тем не менее, есть абсолютно четкая цель. Если будет пробой диапазона 41, 42,3, вот здесь эта демаркационная линия проходит,
пробой вот этого диапазона придет к тому, что начнет она проседать и уйдет на 34. Сюда, ну, с учетом волатильности этой компании, ее могут и на 10 загнать. Поэтому здесь, собственно говоря, тут все определяется верой и долгосрочным горизонтом. Если человек верит в эту компанию, в ее успех и готов, как бы, скажем так, ее, если что, оставить там на десятилетие, то имеет смысл этой компанией заниматься. Если человек, скажем так, точного склада ума, то, наверное, лучше избегать подобных историй, чтобы не испытывать когнитивный диссонанс. Итак, друзья, резюмируя эту акцию, весьма вероятно на этой неделе она попытается пробить 57,5, вот этот диапазончик. Ну, даже 57,5, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы она улетела наверх. В случае пробития этого диапазона она, соответственно, отваливается, у нее цель движения 30 и, возможно, даже 10. Здесь наиболее интересна эта компания тем людям, которые верят в светлое будущее космической отрасли, космического туризма, верят еще при этом в Ричарда Брэнсона. И если что-то начинает откатываться, они готовы то, что откатилось, подождать, пока оно там побудет, выйдет на текущие значения, то есть в нарушение правил классического риск-менеджмента. Вот, потому что иначе эта компания, она, конечно, может доставить очень много хлопот и эмоционального дискомфорта. Так, друзья, далее золото. Скоро американские площадки основные открываются. Золото, судя по всему, собирается силами для того, чтобы сходить на 1814-1817 вот сюда, к этому диапазону. Я думаю, наиболее вероятный сценарий, если здесь будет откат с пробитием 1796, то, соответственно, могут золото свозить и на 1782. Такой сценарий, я думаю, маловероятен. Наиболее вероятно либо движение в диапазоне 1796-1806, либо уход отсюда и отработка цели, которая находится на 1814. Я думаю, это наиболее предпочтительное развитие событий. Так, друзья, далее эфириум давайте быстренько взглянем. Здесь, собственно говоря, вышли за сильный уровень, но здесь пошли сделки, которые указывают на то, что его очень активно здесь собирают. Но это действительно очень сильный уровень, очень он испытанный с разных сторон, и поэтому отсюда высока вероятность отскока до конца этой недели. Цель этого отскока будет вот сюда 2370-2380. Если сейчас здесь возникает повторное движение вниз и будет пробой 2000-2010, то его поведут на повторное тестирование уровня 1700. Пока, я думаю, здесь больше вероятность того, что будет движение наверх. Так, друзья, но вот ужас, а нефть, тем не менее, отбилась. Все как бы нормально. Идем к заветной цели на 75,8, вот сюда вот. Соответственно, вот это движение сейчас, оно подкашивается, если будет коррекционный откат с пробитием 74 и 2,74 вот этого диапазона. Если сейчас такое движение случается, то мы отсюда можем сделать коротенький заход. Цель этого захода будет вот сюда, вот 72,7. На самом деле в текущих реалиях, несмотря на весь ужас, я думаю, более вероятно сейчас будет движение сюда и потом на закрытии откат и закрытие где-то в районе 74-74,3. Предварительно вот у меня такое видение по нефти на сегодня. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Ну, смотрите, часовой таймфрейм беру. Вот эту цель, донышко пробили, 74,3 сделали. Соответственно, сейчас часовой таймфрейм, вот если это движение развивается и он начинает здесь торговаться, то весьма вероятно будет тестирование и 74,1, 74. Но вот несмотря на движение по нефти, наиболее вероятно, мне вот почему-то в наибольшей степени по рубль-доллар приходит на ум движение, вот либо сейчас здесь консолидация и потом отскок к концу дня на 74-75, либо здесь какое-то время движения, потом укрепление рубля, тестирование 74,1 и отскок вот сюда и ближе к вечеру приход назад в диапазон 74,4, 74,7. Вот как-то такая картина мне сейчас на текущий момент в наибольшей степени приходит на ум. Так, друзья, далее евро-рубль Tomorrow. Ну, смотрите, вчера было тестирование вот этого мощнейшего уровня 88,8, и сразу, как только здесь его почикали,
от него пошел коррекционный откат, то есть был ложный пробой. На сегодня рубль к евро укрепляется, но сейчас давайте мы откроем часовик. Прежде чем мы откроем часовик, хотел обратить ваше внимание, что те, кто верует в различные графические фигуры, вот здесь у нас было двойное донышко, и оно движением вот сюда вот даже 2 раза себя отработало. Первый раз это, собственно говоря, вот это двойное донышко, и второй раз здесь была двойная вершинка, от которой он, по идее, должен отрикошетить и сходить на 86, 95, 87. Пока такое движение для меня лично под вопросом. Сейчас мы перейдем на часовик и посмотрим, как сегодня будет развиваться предположительно движение евро-рубль. Так, друзья, ну смотрите. Вот у нас сейчас евро-рубль, ситуация схожая с евро-долларом, часовой таймфрейм. По сути, сейчас, если будет повторное тестирование с пробоем 87,9 вот этого значения, то у нас в евро-рубле цель движения составит на 87,5, 87,35. Вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь пробоя сейчас не происходит, то он здесь, подобно доллару, набирается силами и потом в течение дня или ближе к вечеру выстреливает, и цель движения будет 88,57. Если отсюда пойдет движение вверх, то цель весьма вероятно составит 89, вот это значение. Но мне вот как-то в большей степени на ум приходит закрытие в районе вот этого диапазона. Вот, сейчас еще посмотрим, как Америка откроется и что будет с нефтью. Но вот что-то у меня как-то есть убежденность, что более вероятно, даже если будет сейчас движение вниз на укрепление рубля, потом его затянут в этот диапазон и сводят куда-то вот сюда вот. Так, друзья, фьючерс на индекс РТС, ну смотрите, де-факто вот этот уровень 160 он устоял. Вчера был пробой и даже там несколько часов торговалось ниже. Но если опираться на дневной таймфрейм, то этот пробой не произошел. Он втянулся, и сегодня идет успешно торговля выше 160 и даже 160 500. То есть на текущий момент фьючерс на индекс РТС устоял, он вернулся вот сюда, вот в этот консолидационный диапазон. И сейчас здесь развивается движение, цель которого повторно сходить на 164. Так, ну вот смотрите, далее часовой таймфрейм. Часовой таймфрейм указывает на то, что, конечно, ситуация была очень суровая вчера, и он даже какое-то время проторговался ниже пробитого уровня 160. Но вот где-то начиная с этого момента, с 13:00, здесь пошел активный набор позиций лонгов фьючерс на индекс РТС. И несмотря на вот это вот ужас-ужас, его насобирали здесь таким образом, что сегодня он уже успешно пошел наверх. На текущий момент по фьючерсу РТС цель движения находится вот здесь вот в районе 163 700. Весьма вероятно сегодня это движение продолжится и, соответственно, цель будет отработана. Если он закрепляется на этом значении, следующая цель движения находится на 166 100, вот сюда, вот к этому значению. В каком случае сейчас это движение не произойдет? Если будет коррекционный откат, и этот коррекционный откат приведет к пробитию уровня 160 500. В этой ситуации наиболее вероятно будет либо короткий задерг на 159 300, вот сюда, к этому значению, либо он перейдет торговаться вот сюда вот, и, соответственно, тогда этот пробой, который вчера возник, он весьма вероятно подтвердится, и мы увидим дальнейшее сползание. На текущий момент пока ситуация несколько противоречива, вот, но могу сказать так, что вот то, что здесь собирали гномики, они пока здесь не раздали. Поэтому все-таки, я думаю, более вероятно хотя бы коротенький задер к этому значению, а там посмотрим, куда выведет кривая жизни и торгов. Друзья, все, видео затягивается, давайте этим мы ограничимся. По акциям я сейчас следом в течение 1,5 часов выпущу следующее видео, но не знаю, там уведомление выйдет, не выйдет, потому что YouTube периодически, когда несколько видео там может выпускать, может не выпускать, я не разобрался, от чего это зависит. Поэтому, если интересны акции, то смотрите, в течение там 2 часов будет следующее видео. Все, удачных торгов!